Я дал все ресурсы Японии в Hearts of Iron 4. И сегодня мы с вами посмотрим, к чему же это приведет. Посмотрите на Кансайский регион. Здесь у них 1000 базовых каждого вида ресурсов, и учитывая модификаторы территории, по 2400 стало. То есть они полностью на самообеспечение. Добавок к этому, учитывая, что японцам придется в итоге сражаться в одиночку против очень сильных союзников здесь, я добавил им верфей. Здесь немного и в столице. Итого 20 дополнительных верфей. Все. Больше никаких усилений Японии. Она и сама должна уверенно справиться с Китаем, а имея дополнительные верфи, надеюсь, построит хороший, боеспособный флот. Вы как раз много раз писали о том, что Японии надо все ресурсы дать, и вот я до этого добрался и дал ей все ресурсы. Теперь у нее никаких проблем ни со сталью, ни с резиной, ни с нефтью. Надеюсь, Япония при таком раскладе сможет нас удивить. Как всегда, все настроил с помощью тулпака, ссылку на который найдете в описании. Ну и поставил мод на искусственный интеллект, который называется либо Дискорд, либо Шипаи. Тут кому как удобнее и кто как привык. Со вступлением на это все. Давайте усаживайтесь поудобнее и наслаждайтесь роликом. Посмотрим, что сможет сделать Япония. А если же вы хотите не только посмотреть, но еще и поучаствовать в хитросплетениях мировой политики, то зацените Орден. Это военно-политический РП-сервер в Майнкрафт с элементами РПГ. Именно у них вы найдете грамотную стратегию и умелую дипломатию, которые играют решающую роль в мировой политике. Сервер предлагает уникальное сочетание политики и войн, почти никак не ограничивая в этом игроков. Погрузитесь в уникальный и продуманный до мелочей мир, стройте свое государство, защищайте владение от внешних и внутренних угроз, заключайте прочные союзы, видите умелую дипломатию, развивайте экономику и, конечно же, воюйте. Выбор за вами. На сервере есть такие уникальные механики, как система войн, колонизация новых земель, крафтов, артиллерия, уникальные полезные ископаемые, карта реального мира, историческое вооружение и многое другое. Присоединяйтесь к Ордену и попробуйте себя в роли правителя или же в роли обычного крестьянина. Администрация сервера с нетерпением вас ждет. Все ссылки в описании, переходите. Со старта она сразу же получает 15 фабрик от торговли, что очень хорошо. Застраивается активно военками, так как ей нужна хорошая промышленность для битвы. Ну и, конечно же, 32 верфи. Ух, это красота. Верим, что японский флот будет сильным и достойным и сможет дать бой американскому. Интересно, что здесь в апреле 36-го провокация происходит, и японцы проигрывают. Ну, собственно, все как всегда. Здесь пока никаких изменений. И знаете, теперь повод для войны с Китаем, то что Япония страдает от недостатка ресурсов, как-то немножко выглядит неуверенно, знаете ли, какой тут недостаток. Ну ладно, 14 июля 37-го Япония начинает конфликт с Китаем. На данный момент у них 97 промышленность итоговая и в армии 827 тысяч. Стандартный шаблон, с которым она сейчас воюет, это 9 пехоты и арта, 38 дивизий таких и 1 дивизия морпехов. Самое интересное, наверное, то, что у нее во флоте творится. Можете посмотреть, какое сейчас разнообразие на данный момент. Ну а так, Китай, который, смотри, какую оборону сделал. 15-20 дивизий почти в каждой провинции. Пока они просто будут стоять, видимо, по границам, избавляться от стартового дебафа. И только уже потом пойдут в атаку. И только в конце октября 37-го готовится первая высадка. 10 дивизий, 5 морпехов, 5 пехоты. Притом обученных, смотри-ка, с 25% бонусами. Готовится к высадочке. Жаль, что пехоту не докачал хотя бы до обычных. Но скоро мы сами увидим начало похода к Циндао. Все, Пекин теперь под контролем японцев. Они начали на всей линии фронта атаку, пусть не везде успешную, но потихоньку Китай сдвигают. Также начинается высадка. Все, дожал. И сейчас еще второй фронт будет открываться и отсюда. Тем самым Китаю будет все сложнее и сложнее. Самое интересное, конечно, в этом конфликте — это потери. Между прочим, Япония здесь несет их достаточно большие, примерно 1 к 1 с Китаем. Но у них есть коллаба, 75% сотрудничества. Просто посмотрите сюда. Они с Китая будут максимум и народу получать, и промки, и сопротивления особого здесь не получат. Открытие еще одного фронта, конечно, позволило японцам просто разорвать Китай. Вы посмотрите сюда. Заканчивается лето 38-го. А почти все побережье Китая под контролем японцев. С потерями 500 000 на 1 200 000.
И уже, смотрите-ка, 40 фабрик, 42 фабрики от торговли, 43 у японцев. Прямо в прямом эфире они просто повышаются. А это существенно. Ресурсы им дают реально много, благодаря этому они более-менее застраиваются. Правда, если бы они застраивались именно фабриками еще больше, смогли бы еще больше базу сделать. О, кстати, уже 45. Но так они верфи подстраивают, военные заводы, так плюсом к этому еще и много авиабаз зачем-то в Китае. Хотя они и так уже там почти победили. И просто посмотрите. Япония здесь прям зверь. И она, между прочим, здесь такой же зверь, даже если не давать ей все ресурсы. А она все равно плюс-минус, также Китай здесь побеждает. И все. 1 марта 39-го Япония победила Китай. Теперь у них 212 промышленность. Активная застройка верфей пошла. Не, ну что, теперь у нас Япония станет гигантом на воде? Учитывая то, как она активно вкладывается, в том числе, кстати, в застройку и авиацией. Есть все шансы, что они смогут себя хорошо показать в захвате колоний, а потом, может быть, и в битве против союзного флота. И да, к сожалению, Ишка так прописан, что есть у него ресурсы или нет, он все равно улучшает себе территории, где есть эти ресурсы, чтобы ресурсов стало еще больше. Не, я понимаю, что это просто прописано как базовому ИИ и Японии без ресурсов, чтобы у нее база была получше. Но жалко, что нельзя настроить динамический искусственный интеллект в Хойке, чтобы он учитывал ситуацию свою, а не действовал по шаблону. Ибо реально, зачем им тратить время на застройку инфы в той ситуации, когда ресурсов с избытком? В Европе же в это время на историческом-то режиме Советы смогли забрать финнов. Победили и полностью сделали их марионеткой. Что-то неожиданное, но в этом мире случается. А вот тут, наверное, гениальности и сложно будет понять. Они строят институт наземной войны, вроде бы логично, но знаете где? Вот тут вот. В этой территории, серьезно. Не, кто вам мешает построить его в своих родных территориях, не на границе с фронтом? Учитывая, что как бы суть института наземной войны в Хойке в том, что он просто занимается исследованиями. Он не должен быть рядом с линией фронта, чтобы он быстрее получал эти исследования. Японцы по-своему такой подарок делают британцам на будущее. По истории прям начинается битва. И что, 22-го началось, я просто немножко не сразу успел паузу нажать. И битва немцев с советами выглядит так, что советы делают упор на вот такую вот пехоту. 235 дивизий. Чисто пехота плюс тяжелая ПТ-установка. Бронебойность 85 единиц. Здесь у них и полевой госпиталь, и средняя огнеметная, и арта, и ПВОшка, и саперка. И более того, советы сразу же зачем-то в контратаку пошли. И их прям со старта так хорошо продавливают. Но не на все линии фронта, между прочим. Там, где просто вражеская пехота атакует, они ничего не могут сделать армии Советского Союза. Ну а немец, да, действует через танки, 30 вот таких вот дивизий. Посмотрите на... Подождите, характеристики не обновились. Вот теперь характеристики немецкие. 100 обороны, 110 бронебойности. Ну и пехота для закрытия фронта, чисто касочки с небольшой подкрепой. Это то, чем сражается немец и пытается продавливать сейчас советов. Ну а наша с вами Япония просто сидит и развивается. У них сейчас металлургический комбинат идет. И они наконец-таки могут выйти в захват Филиппин. По застройке же это верфи, иногда военки, иногда они строят авиабазы. Ну а по производству кораблей давайте быстренько просмотрим авианосцы. Я вам их просто пооткрываю и покажу, чтобы вы могли, может быть, какие-то шаблончики для себя присмотреть. Вроде как здесь они прописаны хорошо должны быть. Плюс-минус под то, что делают игроки в сетевых. Понятное дело, что явно не идеально, но хоть какие-то интересные модели, может быть, для себя присмотрите. Еще у него был вроде бы сверхтяжелый линкор, да, а где он? Подожди, устаревшие модели? Да, вот смотрите, сверхтяжелый линкор был. Но он почему-то ушел в устаревшие, хотя, произведя они это, и могли бы творить на воде дичь. Зато вон, капитуляция Румынии в конце июля 41-го. Советы вообще нормально. На Балканах в атаку идут, а в Прибалтике все ужас. Всю свою промку, которая здесь была, растеряли. Но знаете, что самое интересное? Они сделали котел немецких дивизий. А знаете, этот шаблон, видимо, советам дает шанс пожить. Вы посмотрите, он закрыл немецкую армаду в августе 41-го. Все. Если что, я ни немцев, ни советов вообще никак не трогал. Но их битва пока выглядит самой интересной.
Посмотрите, тут реально немецкие танки. 6 немецких. Воу, это притом танки очень элитные для немцев, на которые он потратил прям много ресурсов. 22 уже осталось. Посмотрите по молоткам, сколько это стоит. Ну, по гаечным ключам. Молотки почему-то все равно по привычке. Здравствует Сыва. И они серьезно потеряли. 900 тысяч уже советы им нанесли потерь. Ну-ка. Они уже потеряли 1100 тяжелых ПТ-установок. 7000 средних танков. Даже 8. Офигеть. Вы посмотрите реально на это. И он продолжает закрывать. Они тут без снабжения. Все, они сейчас дожмут. И на основной линии фронта они уже к Данцигу выходят. Притом у Советов по складам все хорошо. У них очень большой упор на производство, и проблем они не испытывают. В авиации, конечно, они бесполезно почти тратят 36 заводов. У них ужасные шаблоны авиации. Но при всем при этом то, что они сотворили с немцами, это... Я не знаю, это не лечится уже. Еще минус 2 дивизии танков. Все. Серьезно. Они просто всю немецкую армаду уничтожили к 18 сентября 41-го. 3 месяца с начала конфликта. Даже 3 месяцев еще не стукнуло. Все. Вы посмотрите, да, 1 200 000 потерь. Но 1,5 миллиона чисто немцам. И у немцев уже от силы 200 дивизий. У них уже осталось всего-навсего 6 танковых дивизий и 5 таких 11, а было 40 с лишним. Еще и пехоту свою потеряли. Ну все. Это финалочка для немцев. Ибо советскую армию они не пробивают. Чисто вот такой вот шаблон просто затащил. Правда, он опять залагал. Во. Броня в 28, да, здесь должна быть. Чисто обычная пехота не пробивает, немецкая это добро, а они, не знаю с каким трудом, но все-таки чуть-чуть пробивали вражескую. Шаблон ПТшки вот этот вот. Притом не до конца улучшенный, здесь можно более лучшую пушку закинуть. И тогда бронебойность будет вообще в 246. И даже немецкие танки, скорее всего, будут пробиваться. Но Советы и так ультанули, и в целом-то... Я сомневаюсь, что у них будут какие-то проблемы. Они в очередной раз сейчас ловят немецкий танк, и все. Немцы почти без танков. А заканчивается лишь сентябрь 41-го. Возвращаемся к Японии. Там, я думаю, уже все и так понятно. А здесь у нас, да, несколько дней до захвата Филиппин. Подготовлена высадка. Активно армия готовится на прорыв британская Малайя. И, конечно же, армия готовится на прорыв Бирмы. Промка на данный момент в 305 единиц. Военных заводов очень много. Фабрик уменьшается, и количество верфей тоже. Ну, потому что торговля у них уже срезалась. Уже всего 17. Но, по крайней мере, им не надо тратиться на торговлю, и это явно удобно. Ну и флот, конечно, вот он. Очень сильно упорные эсминцы. Легкие крейсера есть, немножко тяжелых. Ну и, да, линкоры. Тоже переделанные производятся, подлодки также есть, притом подводные крейсера именно. И много-много-много-много-много эсминцев. Чисто упор прям идет на них. Все, удар по южной зоне ресурсов готов. Они делают высадку, притом успешную вполне себе. Плацдарм Филиппин их заняли. Здесь Индия взяла под свой контроль британскую Малайю. И японцы активно теперь, да, пошли на всех. Все, на всей линии фронта теперь идут в атаку. И вот, если что, покрытие на воде. Все основные регионы они защищают, проблем не испытывают, преимущество на их стороне. И вражеские подлодки вполне себя отгоняют от своего побережья. Притом полный контроль держат здесь, и смотри-ка в атаку даже пошли. И вполне себе уверенно двигают. Очень медленно, но продвигаются все-таки в Филиппинах. Высадились также в голландскую Ост-Индию. И немного острова американцев здесь позахватывали. То есть так по мелочи Япония контроль над Тихим океаном забирает под свой контроль. При том по кораблям они нанесли 1110 вклада. Но корабли все равно, что у американцев, что у британцев, в достатке. Проблем они пока с этим не испытывают. Но, конечно, больно наблюдать вот за этим, когда у тебя уже больше половины экрана закрыта просто одной азиатской линией фронта. Ну, это прекрасно. Ладно, давайте вот так вот его. Тут хотя бы не так сильно все мешается. Видим, что Филиппины капитулируют. Здесь очень хорошая, кстати, ситуация. Немалая часть дивизии почти в котлах. Они могут это дожать и закрыть. Здесь закрыть до конца. Так, высадка еще в Борнео пошла. Ну, а японцы молодцы. Они на суше не очень уверенно продавливают оборону здесь, в Бирме, но при всем при этом в высадках и в захватах именно зон ресурсов они идут уверенно. Не, я понимаю, что у них и так эти ресурсы есть, но они отбирают эти ресурсы у демократов. Особенно если они Малайю сейчас заберут. Здесь Нидерланды, все их колонии. То демократам будет намного сложнее дальше сражаться. Но учитывая то, что сотворил немец, то... Подожди, что?
Как? Советы? Что? Что теперь с советами случилось? Почему? Они так слили много рекрутов. Притом миллион об Венгрию, да, ну как я и говорил, они очень много слили здесь именно. Венгрия миллион потерь нанесла. В итоге немцы дошли до Киева и укрепились в Риге. После такого уверенного старта советов летом-то 41-го. Максимально странный конфликт. Будто бы ни немцы не хотят побеждать, ни советы. Чисто играют для чего-то. А Япония уже, смотрите, как к берегам Австралии подплывает активно. Дожимает здесь как раз армию противника, не дает им нормально снабжаться. И ну на воде японцы вроде как действуют хорошо, по крайней мере по покрытию, по всему этому. Посмотрите-ка, они уже до Гавайи дошли. Скоро в Гавайи будут высаживаться, планируют. А что-то как-то это. Флот американцев не может. Смотри, они здесь множество мелких островов забрали. Прям по максимуму так прессингуют демократов. Хорошо идут. А в Европе вообще творится какой-то трэш. Я не знаю, советов закрыли на Балканах. Их перерезали. В это время их выжимают из-под Варшавы. Они хоть и забрали Ригу, но у них опять нет нормальной... Что опять минус? Как у вас минус 1000 с производством 50 саушек в день? 50! 50 в день саушек. Я не понимаю. Я не понимаю, что делает этот... Ладно, все, давайте. Это не цель рассмотреть конфликт Советов и Август 42-го? Да. Ну... Все. Короче, 42-й год станет финальным для немцев. Но это уже все. Они не смогут остановить вот это вот, учитывая, что и Советы их очень хорошо давят. Да, они как-то спеклись. Все. Попрощаемся в 42-м году с осью. У Гитлера в этой реальности вообще не задалось. У них еще и украденный золотой запас. О, Швейцария им подарочек сделала, видимо. И смотрите, сейчас Берлин будет захвачен британскими танками, видимо, в сентябре 42-го, да? Ну-ка, 1 сентября. 2 сентября британские войска с нидерландских территорий захватили Берлин. Но это грустно, потому что я не ждал, что немцы сольются так быстро. Это же сейчас получается, что вся вот эта освободившаяся армада демократов пойдет мешаться японцам тут. Правда, может быть, я рано хороню немцев, они, смотри-ка, пробились. Бельгию вновь забрали. Неужели камбэк? Что? Они все-таки это сделали? Вы посмотрите на этот трэш. Офигеть. Они смогли. Они серьезно смогли капитулировать в такой реальности Нидерланды. Мне кажется, этот ролик надо уже иначе называть, потому что, тут самый интересный контент идет. Это битва Советов и немцев в 41-м. Потом в 42-м то, что творят и Советы, и немцы, и демократы. Это прям просто офигеть. Да, это, конечно, немного отодвинуло их проигрыш, но не сильно. Но это было мощно. Но Япония за это время дочистила почти Борнео и как-то встряла. Они же вроде хорошо здесь шли, но их в итоге задержали. Но вот это грустно, что они к Сингапуру не смогли пробиться. Все-таки здесь большая ресурсная база, и ее бы захват им, конечно, не повредил. Зато у них есть вертолетики. Ну а по воде все прекрасно. Смотри-ка, все острова здесь забрали. Высадка, кстати, идет сейчас... Но тут у американцев какой-то классный шаблончик, давайте посмотрим. Чисто одна танковая дивизия в 24 ширины, это механизация, средняя ПТ-установка, воу. Броньку в 45 и все, их пробить не могут. Италия минус. Да, японцы серьезно... Что? Зачем они это... Японцы, прекратите, все, смотрите... Просто американцы чисто уплыли, а отдали Гонолулу. Это гениально, мне кажется. Они просто держали, без проблем сдерживали армию Японии, но решили уплыть. Ну а в Европе все. Немцы хоть и немножко камбэкнули в свое время, но все заканчивается. Правда, они смогли отбить Берлин. Вау, серьезно? Немцы держат Берлин до конца. Они косплеят 45-й год, да? У нас тут получается энсинг свой своеобразный. И они реально ведь держатся. Прикиньте, сейчас он в такой ситуации будет держаться даже дольше, чем все это время до этого. И быть серьезно, его здесь особо даже пробить не могут. Действуют прям по самым тайным гайдам. Ну ладно, все, пробивают. Эх, или нет? Весь январь 43-го он чисто держится под Берлином. Ну вот, все. 27 января 43-го. Что за мирная конференция? Берлин-то еще не...
Что? Берлин-то не был захвачен, эй. Немец капнул без потери Берлина? Ладно, такое тоже, видимо, бывает. Но что мы видим? Польская Советская Республика. С Вильно. Ладно, это очень интересно. Советская Чехословакия, здесь ГДР. Балканы полностью, притом очень красивая Болгария. Что? Это, конечно, отдельный разговор. Ну и демократы взяли под свой контроль часть Германии. Италию чисто освободили демократической и продолжают теперь бой вот таким вот мощным альянсом против японцев. А в конце января 43-го японцы остались одни. Не, ну... это просто ужас. А что, простите? Серьезно? Серьезно? Ну ладно, я просто удивлен, почему у японцев нет рекрутов. У них, главное, под контролем китайские территории, с которых они имеют немало рекрутов. У них, притом, да, свои бонусы есть, но они все равно без рекрутов. Ну, что? Как? Индокитай... Предательство. В самом неожиданном месте, вы посмотрите-ка. Индокитай перешел под Францию обратно, потому что Франция жила, и теперь японцам здесь просто страдать. Неужели японцы даже со всеми ресурсами и со всем все, что у них есть, проиграют? Ну и... Что? Они, видимо, уже все, они сдались. Они просто максимум ушли на оборону своих территорий. Да, посмотрите. Видимо, скрипт сработал, что при потере или при проигрыше Германии японцы просто отступают и уходят на оборону своих территорий. Смысл тогда дальше мне продолжать этот ролик делать? Они реально они просто отступили на оборону своих территорий. Вся армия теперь у них тут. Они продолжают на воде еще сражаться, но чисто по логике армии они просто сдали все земли. Вообще все. Их тут японской армии просто нет. Они весь Китай сдают. Еще и советы пошли на них. Притом меня радуют советы в пустые провинции просто сейчас пойдут. Потому что здесь ничего нет. Да. Мы теперь, видимо, будем ждать, пока союзники все это просто легко покрасят, потому что здесь ничего нет, и сделают высадки. Хотя зачем высадки? Они, скорее всего, скриптово просто ядерку сбросят, и Япония капнет. Да. Понадеялись на Японию. И получили вот этот юмор. Да, воинственный дух. Угу. Знаете, я просто представляю японское командование такое: ой, там немцы капнули. Все, отменяем все наши планы, все наши захваты. Мы же истинные воины. Пойдемте защищать чисто свою родину. Как же это классно. Но в чем логика отступить было со всех этих территорий, но в итоге оставлять здесь свои корабли, я не знаю. Кто мешал уж, если у них прописана логика, что они отступают на свою территорию, то и корабли все уводить сюда, чисто в 3 региона. Зачем они держат флот до сих пор здесь и в итоге, естественно, ничего не могут сделать? Все, кстати, посмотрите-ка. Все основные территории в Китае потеряны. Еще и пошла активная потеря флота. Все, они потеряли почти все свои эсминцы. И потеряют еще больше и больше. Подлодок тоже не осталось. Авианосец где-то потерян. Тяжелые корабли потеряны. В итоге еще и высадка идет. Смотрите сюда. Посмотрите, они реально ничего не могут против этих войск сделать. Потому что здесь щиток. И их просто контратакуют. Смотри-ка, смотри-ка. Все-таки что-то да японцы делают. Прям просто так сдаваться не хотят. Ну это, кстати, неудивительно. Знаете почему? Потому что им дали за императора лимит капитуляции, скорость пополнения, и пока Канта и Кансай контролируются Японией или ее союзниками, эффективно. Ну знаете, если вы потеряете Кансай, то тут и так уже все финально будет. Все-таки дух за императора. Как только вступили противники на их национальные территории, все, сразу же начали активно контратаковать. И британцев обратно скинули в воду. Ну и все. В сентябре 45-го, посмотрите-ка. Кансай потерян. Уже под Токио стоит противник. И японцы тут из последних сил что-то пытаются делать. Но шансов уже нету. Посмотрите, на 11 миллионов потерь. 5 из них как раз британцы нанесли. Здесь 700 тысяч от Коминтерна и 9,4 от союзников. Не, ну нормально так. 1 к 1 примерно потеря. Несмотря на то, что они тут в одиночку сражались прям до конца. Но все, уже пробиваются к Токио, на подступах прям стоят. При том, что отрицательные рекруты в минус. Это весьма интересно, но минус 21, 3, тысяч рекрутов. Это мощно, я впервые такое вижу. Все, Токио пал 7 октября 45-го, за императора не выполнено. И финалочка. Японское государство теперь свободное, под демократией.
А здесь союзники забрали под себя острова. Получается, что Япония плюс-минус как по истории в итоге-то и проиграла, даже имея все ресурсы. Самое прикольное, что здесь Ком-Китаю дали освободиться. Притом, все территории Ком-Китаю, за исключением одной области тут внутри. И как-то, знаешь ли, все ресурсы на японцев здесь оказали минимальное влияние. Но кто знает, может быть, было бы все иначе, если бы немцы так позорно не слились в 41-м сначала Советом, а потом через годик уже и от британцев начали отхватывать. В любом случае, идейку такую мне предлагали часто, и звучала она интересно, а вышла, на самом деле тоже годно. Особенно конфликт в Европе. А вот японцы меня лично немного разочаровали. Не знаю, как вас, дайте обратную связь. И также напишите, за кого и где еще сыграть и с какой интересной идеей. Может быть, стоит, например, Италию улучшить, Францию, там Польшу, еще кого-то. Пишите, постараюсь самые такие интересные идеи реализовать. А на этом все. До скорых встреч. Надолго не прощаюсь. へくち